Привет, дорогие друзья! Смотрите, мы должны все понимать, что, несмотря, я не хочу преуменьшать там волю к победе и боевые качества там ВСУ, да, но мы должны прекрасно понимать, что многие города не берутся, а сдаются. Многие территории, огромные территории, целые области не берутся, а сдаются. Мне рассказывали, и изначально там охранители, так называемые российские, говорили, что это ложь, ха-ха, да это фейк. Мне рассказывали военнослужащие, что они берут один населенный пункт, как берут, заходят, там нет никого. И они дальше. И вот покуда, знаете, хватило заряда, чтобы бежать, вот до тех пор вот бежали. Это Харьковская область была. По Херсонской была ситуация практически та же самая. Так вот, у этого всего должен быть какой-то, имя чье-то должно быть, фигурировать. То есть кто-то же допустил до того, что Российская Федерация сначала принимает, даже в свой состав принимает там определенные области, а потом их сдает. Что показала вообще эта война, как в России говорят, специальная военная операция? Что она показала? Она показала, конечно же, что армия Российской Федерации является мифом. И она является мифом не потому, что там нет храбрых воинов, что там нет людей, которые умеют воевать. Есть много людей, которые умеют воевать. Но там есть военачальники. Определенные военачальники. И можно начать, наверное, с самого главного, потому что однозначно за Министерство обороны несет ответственность один человек, это министр обороны. Ввиду того, что главного в Российской Федерации он вполне устраивает, они вместе отправляются там на отдых, там, на ловлю рыбы, и ночуют в каких-то палатках, то он там и находится на том же месте. Кто такой Шойгу? Шойгу это чрезвычайно талантливый человек. Иначе никогда в жизни не получилось бы у него 30 лет быть в Кабмине и 10 лет возглавлять Министерство обороны. К слову, мне говорят, что на посту главы МЧС на самом деле был хороший глава МЧС. Но сейчас это глава Министерства обороны Российской Федерации. Основная проблема в чем случилась-то? Не в том, я опять-таки повторю, что там нет храбрых воинов или еще что-то. Я не говорю об отсутствии мотивации. Я говорю об отсутствии всего остального. Все украдено. Оказалось, что практически все украдено. И вот эти вот смелые там, умеющие воевать, им просто не с чем воевать. И поэтому оставлялись города. В том числе и поэтому оставлялись города. И это очень странно, что Шойгу, именно он, начал проигрывать эту войну. Потому что не он только сам талантливый, но и в семье у него все талантливы. Прошла информация о том, что дочь Шойгу, Ксения Шойгу, что ее назначили в определенную такую структуру, которая будет освещать спецоперацию. Об этом сообщил российский военкор Сапаньков. Я услышал еще из двух мест о том, что произошел некий сбор, произошла некая коллегия, и на этой коллегии присутствовала Ксения Шойгу, ее муж. И, мол, им на откуп будет отдано освещение, медийная составляющая всей спецоперации. Кажется немножко бредовым. Нет, если не знать, насколько на самом деле Ксения Шойгу является талантливой. Я думаю, украинским зрителям будет крайне интересно это послушать, что там происходит и почему некоторые вещи происходят. Еще в 18 лет Ксения Шойгу покупает 2 земельных участка на Рублево-Успенском шоссе за 9 миллионов долларов. Об этом тогда сообщили массово российские средства массовой информации. И в сеть попала, собственно, выписка из Госреестра с фамилией Ксении Шойгу. Потом выписка, конечно же, была отредактирована. Ксения учится в университете. И ее, так принято в Российской Федерации, как и любого другого студента, берут в один из крупнейших российских банков, Банк Санкт-Петербург. За 2 года до окончания университета Ксению, как особо талантливую студентку, берут на другую должность, потому что, знаете, как в банке-то оно вроде бы как и хорошо в одном из крупнейших в Российской Федерации. Но надо бы уже как-то и в госслужбу немножечко уходить. И вот Ксения становится не кем бы то там, потому что она талантливая, а помощником заместителя, руководителя Ростехнадзора. Но дочери гениального отца и этого показалось маловато. Ей тесно становится, потому что в 22 года она уже гениальнейший экономист-финансист. И поэтому работать в каком-то там руководстве какого-то Ростехнадзора в 22 года, это даже не интересно.
Поэтому Ксения двигается дальше. За свой огромный стаж, опыт и личные качества Ксения становится старшим аналитиком Департамента проектного и структурного финансирования Газпромбанка. Вы знаете, иногда мне становится стыдно даже за российских студентов. Почему они не могут так, как Ксения? Что им мешает? Почему Ксения может на последнем курсе университета становиться старшим аналитиком Газпромбанка, а они не могут? Хотя бы младшими аналитиками становились бы. Ну, в таком случае, Ксении этого мало. И в 22 года она становится куратором глобального спортивного проекта «Гонка героев». Проект «Гонка героев» регулярно участвует в тендерах и регулярно, конечно, их выигрывает, потому что у него есть грамотный, правильный, гениальный куратор. Ксения Шойгу. После работы в «Газпроме» и в Банке Санкт-Петербург опыт ее в организации спортивных мероприятий просто не вызывает никаких сомнений. Министерство обороны пиарит компанию, которую курирует дочь Шойгу, снимает про нее фильмы за бюджетный счет. Самое мне больше всего нравится, что министр Шойгу лично посещает мероприятия вот этой гонки героев, организатором которых является Ксения Шойгу. Это даже выглядит как-то, знаете, ну как... Приятно, преемственность поколений, что ли? Как-то и от мудрого к мудрой. Вот министр обороны открывает гонку героев, а организатор гонки героев Ксения Шойгу. Нормально же выглядит. Регулярно получаются многомиллионные госзаказы. Все конкурсы среди всех концертов выигрывает Ксения Шойгу. И венцом этого плодотворного сотрудничества армии, которую возглавляет папа, и организация, которую возглавляет дочь, становится соглашение между Центральным спортивным клубом армии, это предприятие Минобороны Российской Федерации, и гонкой героев. Договор о сотрудничестве. То есть, грубо говоря, Сергей Шойгу подписывает договор на то, чтобы тратить огромные, миллиардные бюджетные средства со своей дочерью. Смотрите, тем не менее, и она еще и растет же в банке. В 27 лет Ксению повышают до советника, заместителя, председателя правления, а еще назначают на должность советника президента торгово-промышленной палаты. Слушайте, вы спросите, почему Ксения Шойгу работает в руководстве Газпромбанка, в торгово-промышленной палате, и при этом еще и возглавляет одно из самых масштабных российских спортивных мероприятий, на которые выделяются колоссальные бюджетные средства? Ответ прост. Потому что Ксения Шойгу талантливая молодежь. А вы что думали? Вы лучше о другом подумайте. Каково это 27-летней девочке тянуть на себе? Такая ответственность. А она не боится ответственности при этом. И взваливает себе на плечи очередную. Потому что она в 2019 году становится заместителем председателя инвестиционного комитета компании «Остров Фортов». Конечно же, лишним будет рассказывать о том, что эта организация моментально начала выигрывать полностью все конкурсы. Все, на миллиарды. Это, кстати, взволновало некоторых людей и некоторых уже публично выбесило, можно так сказать. Потому что 2 июля 2022 года на реконструкцию фортов Кронштадта выделили 1,1 миллиард рублей. А ранее сообщалось, что правительство увеличило с 2,2 миллиардов рублей до 4,3 миллиардов рублей объем инвестиций в реконструкцию форта Кронштадт в Кронштадте. И это на самом деле начало некоторых людей заводить, сотрудников украинского ЦИПСО, скорее всего, внедренных. Потому что они начали говорить, что это не дело, когда происходит вот такая вот ситуация. Я дополню. Когда собираются на теплые подштанники всем миром, вдруг выделяют на, конечно, очень важные сооружения, форты, выделяются по 2 миллиарда, потом добавочные какие-то 4 миллиарда, 5 миллиардов, непонятно сколько миллиардов. Возможно, это секрет кроется, помимо того, что она талантлива, в том, что у Ксении еще хорошие отношения, можно так сказать, с этим. Вот Путин приехал в Кронштадт, экскурсию провела как раз таки дочка Шойгу. Талантливый человек, талантлив, конечно же, во всем. И поэтому дочка Шойгу становится управляющим партнером венчурного фонда «Система Smart Tech». Фонд планирует заняться освоением 5 миллиардов рублей. Некоторые источники в Российской Федерации утверждают, что всего за год Ксении удалось заработать 1 миллиард рублей на этом фонде.
Не знаю, информация не проверенная, а проверенная информация закрыта. И когда, казалось бы, Ксения уже охватила, ну, как бы все, что могла охватить ее талантливая натура, оказалось, что кое-что еще осталось неохваченным. Потому что Ксения становится президентом Федерации триатлона Российской Федерации. Я думаю, среди 140 миллионов россиян не нашлось никого более подходящего. А знаете, почему не нашлось? Удивительно, конечно, совпадение так получилось, но Ксения была единственным кандидатом на эту должность. Опять-таки взвалила на свои плечи. Ей все-таки удалось победить в голосовании, потому что в бюллетене была только ее фамилия. И в это же время с Ксенией знакомится Алексей Столяров, российский блогер есть такой. Вот. Хороший парень, даже весьма веселый, потому что, к примеру, его видео с порноактрисами вызывало немалые обсуждения. Да и сейчас вызывает. И он организовал кампанию. Чем он известен? Да, у него была компания, которая на ладан, в принципе, дышала по продаже там спортивного инвентаря. Это, конечно, мое личное убеждение, что она дышала на ладан. Впрочем, я сейчас вам покажу определенные графики. Easy Way. Это как раз таки компания по производству спортивной одежды. Алексей Столяров парень симпатичный. И он, знаете, как пробует жизнь на вкус, как говорится. Пробует раз. Пробует два, а потом внезапно видит и влюбляется в дочь Шойгу. В это же самое время аура удачливости дочери Сергея Шойгу передается и ему. Знаете, как удачливый человек распространяет вокруг себя сияние. Алексей попадает в это сияние, и что-то меняется. До этого убыточный бизнес становится совершенно суперприбыльным. Рентабельность капитала его компании в год знакомства с дочкой Шойгу увеличилась на 4285%. Это рекорд, друзья. Рентабельность капитала, друзья мои, это значит, что за $1 Алексей приобретает некую машинку по печатанию денег, и она ему печатает 4000, сколько там, $285. Может быть, он за эти деньги приобрел корову, срущую золотыми слитками. Но, мне кажется, дело все-таки в Ксении. Но вот тут вот в разделе «Выручка» мы видим себестоимость продаж и видим, что за год фирма Столярова произвела товаров на 103 миллиона рублей, но себестоимость их составила 102 миллиона рублей. Ой, ну это говорит о том, что налоги-то надо платить с 1 миллиона. Ну вот так получается. Хоть да, большой оборот, но на самом деле миллион только. И с миллиончика налог. Ну, то, что в компании в этой суперприбыльной работают 2 человека, понятное дело, что можно на это тоже обратить внимание, но лучше не обращать внимания. Это все делается для оптимизации, потому что, скорее всего, судя по оборотам, там работает намного больше людей. Но это опять-таки налоги. Хоть они в России, говорят, и небольшие, но по сравнению с Европой так точно. А зачем отдавать лишнее? Можно, конечно, задаться тупым вопросом. А почему Алексеем не интересуется налоговая какая-то, что ли? А вот здесь в этом интервью он очень хорошо об этом говорит. Ну, знаете, помогает ли вам фамилия? Есть в твоих коллаборациях что-то, потому что твоя жена Ксюша Шойгу? Конечно, наверное, есть. 100% фамилия имеет вес. Имеет вес не в том, что мне помогают, а в том, что меня не посылают. Конечно же, у нас бывает такое, что просто не слышат. Естественно, что вес придает. Естественно, что помощь. Ну и естественно, тебе просто не говорят: все, до свидания. Ой, это действительно, знаете, чудо, когда твоя фамилия, ну не твоя, конечно, а твоей жены, хотя лучше взять ее фамилию, знаете, как бы оно так и звучнее будет, и все, и открывать двери. И вот уже министерство, которое тебя раньше вообще не замечало абсолютно, внезапно назначает тебя руководителем масштабных спортивных мероприятий. Глядите-ка, 28 августа 2022 года при поддержке Министерства спорта Российской Федерации спортивный блогер Столяров проведет самую массовую тренировку в мире с синхронной планкой. И вот после этого всего появляется новость о том, что Ксения Шойгу возглавит медийное освещение специальной военной операции. Я так понимаю, уже вот это вот то, что мы сейчас видим, это уже она и возглавляет, наверное. Немногие этим остались довольны. Ну, как, недовольны, наверное, все, но предпочитают рот держать закрытым, потому что в Российской Федерации лучше не квакать на некоторых людей, да. Вот, мы не в Российской Федерации, мы можем об этом говорить, и я думаю, что многим украинцам интересно узнать такие вещи, которые
ну, к которым, наверное, привыкли многие русские. И здесь я должен заметить, что многим не понравилось, но только один, там, два высказали свое фе. Они начали сравнивать, что происходило по дням, там, к примеру, сдача в Харьковской области. И сразу смотрели, как на это реагировала Ксения Шойгу. А она на это реагировала никак. И там, к примеру, как ее муж реагировал. А он там проводил какие-то флешмобы, надуй самую большую жвачку, к примеру, в эти же самые дни. То есть их это не волновало вообще никак. И поверьте, так и не волнует. Но бюджет сам себя не распилит. В итоге, что мы имеем? Советник заместителя председателя правления банка «Газпромбанк», руководитель проекта «Лига героев», советник главы Торгово-промышленной палаты России, заместитель председателя инвестиционного комитета целевого некоммерческого фонда туристико-рекреационного кластера в Кронштадте, управляющий партнер венчурного фонда «Система Смарт-Тех», президент Федерации триатлона России, ну и теперь освещатель специальной военной операции. Мы же все не слепые и видим, что происходят откровенные, не хочу материться, но в общем-то ошибки. Ошибки, сдачи, бегство и так далее. И не может так быть, что в бегстве виноват какой-то там майор, или какой-то лейтенант, не дай бог, да? Или какой-то рядовой. Он не виноват в этом. Конечно же, в этом виноват главный. Ну, конечно, самый главный. Но и тот, кто руководит ведомством. И тот, кто руководит ведомством уже 10 лет, и кого никто не трогает. А почему все разворовано? Ну, мне кажется, я только что показал, почему. В следующих частях мы займемся другими фигурантами. И я думаю, там много интересных заместителей еще у министра. Это интересное путешествие в волшебный мир проигрыша. Пока.